Так, ну вот, прошло полторы недели, на неделю-полторы где-то, как я фрезой переработал все. Лили тут дожди, прям такие сильные, насыщенные, тут прям заливало все. Но земля все равно при этом мягкая после фрезы, либо после овса. Ну, как бы, не судите строго, ничего я не придумал лучше, чем, опять же, посадить овес. По той причине, что отсутствие денег, в первую очередь, рапс стоит дорого, доступа у меня к колхозам нету никаких. Вот. А стройка мастерской, стройка дома у меня забрала все, что возможно. Можно было вообще клевером засеять, потому что не знаю, когда я буду использовать эту часть. Ну, по итогу решил все же овсом. Опять же, засеять все овсом. Буду использовать в этот раз борону. Фреза мне не понравилась, маленький захват, и на поворотах сильно она выбирала, делала канавы. А впоследствии, когда все газонокосилкой косил, газонокосилка вот из-за того, что фреза делает землю пышной, а ты идешь следом, она, то есть, скачет потом просто очень неудобно. Борона при этом все сделает достаточно аккуратно, разгладит. Ну, посмотрим, что она вытянет из земли, насколько что-то там перегнило, не перегнило. Ну, в общем, как есть. Не забываем, делаем свободную сцепку, отпускаем болты на сцепке ну, то есть у меня там фиксатор стоит, можно было вообще на нем оставлять, но я боюсь, что его ломанет. Потому я отпускаю болты, и получается сцепка находится, ну, в среднем состоянии, то есть она шевелится по горизонту. И также вкручиваю болты на сцепке до упора, вот эти регулировочные, ну, короче, чтобы она ходила влево-вправо. Ну, в общем-то, все. Тут уже ничего не добавить. Сейчас все это засею быстренько и закрою. Да, в прошлый раз у меня было 2 ведра по 10 литров. С трудом хватило. В этот раз купил 3 ведра. Посмотрим. Наверное, 3 ведра на эту площадь будет нормально. Здесь примерно 20 на 18 метров. Так, ну что ж, 3 ведра хватило нам с лихвой. Что тут добавить? Какие-то советы, может быть. Советов никаких нету. Вкалывайте, работайте, делайте. Самой ничего не придет, как ни крути. Уделять внимание огороду не могу. Уже говорил, стройка. Впоследствии выйдет ролик, делаю мастерскую. Начал делать дровник, а закончил все мастерской. Как и любой хозяин знает, что инструмента много, одевать его некуда. И уже доходишь до момента, что, блин, просто даже ступить негде. Хотел дровник сделать, а получается мастерская. Уже сделал почти. Ну, это покажу, там в ускоренном будет. Будет смета по мастерской, все будет. Ну, а здесь какая смета? Топливо, мотоблок и 20 рублей, там 700 рублей где-то России. 3 ведра. Вот даже сейчас посчитаю, шагами, правда. Ну, грубо, короче, где-то 15 на 21. Вот этот кусочек, 10-30 литров овса. Все, пробуем закрывать. Сейчас буду заниматься регулировкой колесика, как получится.
Ну что ж, все красиво. Это работа как раз для бороны, для бороны. Мне лично очень нравится. Прям вообще. После фрезы мне не нравилось, как осталась земля, такая какая-то пышная. Следы от следов колдобины получились. Здесь все отлично, гребеночка. Ну, посмотрим, как она станет, рожь овес. Ну, а в остальном, как я и говорил, тратить деньги есть куда, и все на этом. Ходил когда поперек, постоянно приходилось приподнимать мотоблок, потому что коренья от старого овса собирались в кучу, и началось сдвигание. Ну, то есть просто идешь, контролируешь, постоянно приподнимаешь. Вот. Земля красивая, лучше, ну, я не знаю, может быть, как она была до этого, какой. Ну, сейчас вот дожди шли, 2 дня подряд, почти сутки дожди отлили. Так что земля прям такая влажная, красивая. Хоть ты на бутерброд намазывай, на хлеб. Все. Кстати, регулировочное колесо здесь крайне необходимо, потому что держать мотоблок на себе неинтересно. Сильно заглублять его не нужно, а так ты даже отдыхаешь. То есть ты опустил мотоблок, ручки борон опустил, и колесико не дает сильно заглубиться, и ты даже просто опираешься, придерживаешь его и едешь. Ну, только что вот с кореньями от старого овса она, конечно, собирает вал. С этим моментом я наконец-таки закончил. Это висело над душой, не знал, что делать, как делать. После работы с газонокосилкой прошло примерно где-то 2 недели. Вот, получается, газонокосилка скосила, через дня 3 я фрезой все закрыл. Ну да, и 1,5 недели где-то, получается, все это стояло. Дождями поливалось и прочее все. Ну, время выстаивалось. И вот сейчас пришло время опять все это закрыть. По этой работе все. А впереди еще очень много работы. Смотрите мастерскую, будет интересно. Примерно месяц работы будет минут за 30. Смета и прочие моменты будут указаны.